Юг. Поступают многочисленные сообщения о начале украинского наступления на юге, которому предшествовала тщательная подготовка созданием плацдарма на левом берегу Ингульца, а также уничтожением российских складов боеприпасов, командных пунктов и логистических цепочек. В особенности усилия ЗСУ были направлены на перерезание путей снабжения через Днепр с помощью многочисленных обстрелов Антоновских мостов и Каховской ГЭС. Любопытно, что начало операции совпало с переброской 3-го армейского корпуса РФ на территорию Украины. Сегодня известно, что вчера ночью ЗСУ провели массированную артподготовку, после чего войска пошли в атаку при поддержке авиации. Генштаб сообщил о достижении села Сухой Ставок, что свидетельствует о направлении атаки существующего плацдарма. Больше никакой информации Генштаб не давал. Западные СМИ поспешили сообщить о освобождении Архангельского и Золотой Балки на севере и Томиной Балки на юге, но эта информация никак не подтверждается. В сети есть много видео взрывов в Херсоне, в частности на Антоновском мосту, где россияне все еще не закончили строительство своего понтонного моста из барж под основным мостом. Сейчас готово примерно 60% переправы. В Новой Каховке тоже неспокойно. Также есть свидетельства стрелкового боя в Херсоне, но вероятно это стрельба по беспилотникам. Над городом постоянно дежурят российские ВКС. Сообщается о 2 десятках боевых вылетов ударных вертолетов Ми-28 и К-52, дислоцированных на базах в оккупированном Крыму. Российский Генштаб сообщил о том, что украинская атака действительно идет, но они ее отразили, уничтожив 26 танков, 23 БМП, 9 БТР и 2 Су-25, но при этом никаких доказательств не предоставили. Хотя украинскому обществу стоит быть готовым к росту потерь, которое обязательно происходит при наступлении. Напомню, что по данным блога Oryx, Россия до этого теряла в 4 раза больше техники, как раз во многом из-за того, что она наступала. Восток. Российские войска продолжают атаковать в южном направлении со стороны УД, но добиться нового успеха у них не вышло. В то же время обстрелы Харькова усилились. Удары приходятся по центру города, где нет военных, гибнут в основном мирные жители. Южнее, в районе Изюма, продолжаются бои за Брашковку и Долгенькое. Россияне там пытаются контратаковать. Северск подвергается непрерывным обстрелам, но подойти к городу у российских войск не выходит. Городские бои в Солидаре продолжаются. После того, как россияне вошли в Кадему 2 дня назад, продвинуться дальше у них не выходит. Сообщается о боях за Зайцево и Шумы. Дальше бои вдоль всей линии фронта, а также взрывы в Донецке и Макеевке. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, писать адекватные комментарии, подписываться на канал и колокольчик.